Министерство обороны Российской Федерации продолжает изучать материалы реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. В соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия, каждое государство-участник ежегодно подает отчет в форме объявления о соблюдении требований Конвенции. В настоящее время он является единственным отчетным документом по выполнению Конвенции в рамках мер укрепления доверия. В связи с расследованием военно-биологической деятельности США на территории Украины нами проведен анализ документов, направляемых этими государствами в Организацию Объединенных Наций. Необходимо отметить, что в указанных материалах в форме А части 2I ни Украина, ни Соединенные Штаты информацию о совместно проводимых биологических исследованиях, а также разработках в области биологической защиты не предоставляли. Кроме того, в этих отчетах в форме F за период с 2016 по 2020 годы Украина заявляет, цитата, «Правительство Украины не проводило и не проводит никаких наступательной и оборонительной деятельности в рамках программ биологических исследований и разработок. Сведениями о такой деятельности бывшего СССР на территории Украины с 1 января 1946 года правительство Украины не располагает». Конец цитаты. Это противоречит сделанному 20 мая 2022 года заявлению заместителя постоянного представителя США при ОБСЕ Льюиса Гиттера о том, что помощь Киеву направлена на уменьшение биологической и ветеринарной опасности, а также на то, чтобы обезопасить нелегальные запасы биологического оружия, оставшиеся после СССР. Кроме того, в направляемой Украиной отчетности имеются многочисленные нестыковки. Так, в форме А мер укрепления доверия за 2020 год декларируется полное отсутствие национальных биозащитных программ. При этом в части 2I такой формы указан научно-исследовательский институт биотехнологии штаммов микроорганизмов в Киеве как участник программы биологической защиты. Кроме того, характеристики объекта, площади лабораторных помещений, количество персонала не соответствуют ранее подаваемым Украиной сведениям. Возникает вопрос, почему в отчетных документах США и Украины, направляемых в ООН, не указывались работы в рамках совместных военно-биологических проектов под кодовым названием ЮПИ. Подобная скрытность – повод задуматься об истинных целях Пентагона на Украине. Перед вами официальные документы, подтверждающие организацию работ Пентагоном в лице Управления по снижению угрозы Минобороны США ДИТРА, имеющих явную военно-биологическую направленность. Обратите внимание на подготовленный аппаратом министра обороны США меморандум, касающийся проекта ЮПИ-2 по картографированию особо опасных патогенов на территории Украины. В документах отмечено, что основной задачей указанного проекта является сбор информации о молекулярном составе патогенов, характерных для Украины, и передача образцов штаммов. Отдельно подчеркивается, что работа в этом направлении должна соответствовать основным руководящим указаниям для программы предотвращения распространения биологического оружия на Украине в рамках совместного снижения угрозы от 29 ноября 2005 года. Аналогичный меморандум был подготовлен в рамках проекта ЮПИ-1, направлен на изучение рикетсии и других болезней, распространяемых членистоногими. В документе отмечена необходимость передачи всех коллекций особо опасных патогенов в Центральную референс-лабораторию, что позволило облегчить процесс их организованного вывоза в США. В рамках программы совместного снижения угрозы осуществляется масштабный проект ЮПИ-4 по исследованию возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. Полученные документы свидетельствуют, что только за период с ноября 2019 года по январь 2020 года проведен сбор 991 биологического образца. Всего у нас имеются сведения о проведении 10 подобных проектов, включая ЮПИ-3, ЮПИ-6, ЮПИ-8, ЮПИ-10, которые предусматривали работу с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций – конго-крымской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней. Сегодня мы хотим также обратить внимание на многочисленные факты нарушения требований безопасности в украинских лабораториях. Так, работа с опасными патогенами под контролем Пентагона в Харькове, Киеве и ряд других городов проводилась в лабораториях с недостаточным уровнем защиты персонала. При этом официальным данным право на проведение таких исследований имеют только 3 лаборатории с уровнем биологической безопасности БСЛ-3. Это Одесский противочумный институт, Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены, Центр общественного здоровья в Киеве. Служба безопасности Украины отмечала предпосылки к возникновению биологических угроз из-за систематических нарушений и низкого качества работ при реконструкции биолабораторий. Например, компанией Black & Veatch было задекларировано, что на модернизацию 3
ветеринарных лабораторий в 2013 году потрачено 37,8 миллиона гривен. По результатам независимой экспертизы выявлено завышение фактической стоимости работ по сравнению с заявленными расходами на сумму 17,7 миллионов гривен. Согласно имеющимся данным, эта разница направлялась на счета фиктивных компаний, таких как Golden Украина, БК Проф Будинвест, столичное торговое агентство, что дополнительно подтверждает использование серой финансовых схем в личных интересах американских и украинских чиновников. Примечательно, что американские кураторы требовали повысить уровень биозащиты референс-лабораторий в городе Мерефа. Профильная организация «Харьков проект» заявила, что в имеющихся условиях это невозможно, и отказалась утвердить проект. Однако областная администрация приняла решение продолжить реконструкцию. Объект был запущен в эксплуатацию в обход нормы требований биобезопасности. При этом общие затраты Пентагона на его модернизацию составили около 15 миллионов долларов США. Но куда реально ушли эти средства, неизвестно. Обратите внимание на доклад Минздрава Украины по результатам проверки коллекции штаммов Украинского противочумного института в Одессе, общий объем которой составлял 654 образца. На хранении в учреждении находилось 32 штамма сибирской язвы, 189 тулеемии, 11 бруцеллеза, 422 холеры. В докладе отображены грубые нарушения условий хранения микроорганизмов, отсутствие системы контроля, управления доступом и ненадлежащая работа системы вентиляции. В апреле 2017 года в результате нарушений техники безопасности в одной из лабораторий института имел место случай внутрилабораторного заражения клещевым энцефалитом. По показаниям очевидцев инцидента, происшедшего в 2021 году, сотрудница одной из биолабораторий вынесла с территории учреждения несколько пробирок с опасными микроорганизмами. О последствиях подобных случаев можно только догадываться. Необходимо отметить, что все нарушения происходили в период реализации американской программы по снижению биоугрозы. Это свидетельствует о том, что официально декларируемые цели Вашингтона все лишь ширма для реализации незаконной военно-биологической деятельности на территории Украины. Пренебрежительное отношение к обращению с патогенами, непрофессионализм и коррупция в системе исполнительной власти, а также деструктивное влияние американских кураторов несут непосредственную угрозу мирному населению Украины и стран Европы. Специалистами Министерства обороны России подтвержден факт подключения украинских биолабораторий к системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний. Базовой частью данной сети, которая формируется Пентагоном с 1997 года, является научно-исследовательский институт сухопутных войск имени Уолтера Рида, штат Мэриленд. В ее состав входят лаборатории сухопутных войск и военно-морских сил, а также военных баз, расположенных в различных регионах мира. Необходимо отметить, что развертывание такой сети происходит по типовому сценарию. На начальном этапе американцы высказывают озабоченность состоянием эпидобстановки в регионе. Дальше обеспечивается заинтересованность, в том числе материально должностных лиц, прежде всего Министерства здравоохранения, в совместной работе. Заключается межправительственное соглашение. В итоге возводятся биообъекты, подключаются к единой системе биомониторинга. Все имеющиеся у страны разработки в биологической сфере становятся достоянием США. Более того, местными специалистами устанавливаются ограничения на допуск к ряду исследований, а также к их результатам. При этом Управление по снижению угрозы Минобороны США ДИТРА активно внедряет аппаратно-программные комплексы автоматизированного мониторинга заболеваний, а также системы контроля доступа и движения патогенных биологических агентов в местах их хранения и исследования. Оснащение биообъектов указанными информационными системами в рамках программы снижения биологической угрозы дает возможность американцам обеспечивать безопасность своих воинских контингентов в местах их дислокации, дистанционно контролировать деятельность биолабораторий вне национальной юрисдикции и оказывать влияние на биологическую обстановку во всем мире. В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы. Интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случайен. Возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества. Так, по сравнению с COVID-19, этот возбудитель является таким же контагиозным, заразным, но его летальность в 10 раз выше. Еще в 2003 году Минобороны США разработала программу вакцинации от натуральной оспы, в соответствии с которой все американские военнослужащие подлежат обязательному прививанию. Вакцинация в Соединенных Штатах обязательна для дипломатического и медицинского персонала. Это свидетельствует о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения. А проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов.
Отсутствие надлежащего контроля и нарушение требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и научно-исследовательского института инфекционных болезней армии США Мэриленд, Центра исследований вакцин Пенсильвании неоднократно обнаружилась неучтенная ампула с вирусом. Работы в этих организациях проводились в нарушении резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения номер 49.10 от 1996 года, в соответствии с которым возбудитель натуральной оспы может храниться всего лишь в одной американской лаборатории в Центре контроля и профилактики инфекций в Атланте. Необходимо отметить, что вакцинация против натуральной оспы, которая во многих странах в настоящее время не проводится, обеспечивает защиту в отношении оспы обезьян. Всемирная организация здравоохранения объявила о созыве экстренного заседания государств-участников по вопросу возникновения в мае 2022 года вспышки данного опасного инфекционного заболевания. Нам известно, что к настоящему времени 98% заболевших – это мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации. Ранее возглавлявший отдел Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям доктор Дэвид Харман в интервью американской прессе заявил, что основной причиной распространения болезни является передача вируса половым путем. По докладу Всемирной организации здравоохранения, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии, еще одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру. В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум 4 подконтрольных Вашингтону биолаборатории. В этой связи следует напомнить о странном совпадении, которое нуждается в дополнительной проверке специалистами. Так, по данным европейских и американских СМИ, в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года, то есть на фоне пандемии COVID-19, отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян. На фоне многочисленных случаев нарушений США требований биобезопасности и фактов небрежного хранения патогенов биоматериалов призываем руководство Всемирной организации здравоохранения провести расследование деятельности финансируемых США нигерийских лабораториях в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его результатах.